Всем привет! Вот как видите, имею вот такой огромный старый телевизор. Данного телевизора размеры, как видим, ширина 80 сантиметров и высота 60 сантиметров. Ну давай попробуем включить. Как видим, телевизор трещит, шипит, но не включается, так как он уже свое отработал. Он уже испортился. Теперь данный телевизор я разберу и посмотрим, какая у него конструкция, какие он содержит металлы и в каком количестве. Я думаю, это будет интересно и мне, и вам. Ну что, погнали! Теперь снимаем заднюю крышку. Вот какая конструкция у данного телевизора, вот что находится внутри. Видите своими глазами. Сейчас посмотрим поближе. Вот видите, вот такой кинескоп. Здесь плата, все мозги, так сказать, управления телевизора. Главный провод. Здесь, как видите, катушка, там есть медь. Ну что, снимаем динамики теперь. Вот такие стояли динамички два. Снимаем второй. Второй такой же самый, как и первый. Вот эта катушка, которая надевается на кинескоп, она из меди. Разбираем дальше. Включаем провод от кинескопа. Это пластик. Здесь ничего нету больше. Такая стоит катушка на кинескопе. Здесь есть медь, как видите. Дальше, как видите, идет по кругу вот такой проводок. Видите? Отгинаем вот эти такие металлические 4 штучки. Такие пластины вот. И снимаем данный провод. Дальше идет вот такой проводочек без изоляции. Это настоящая медь. Также снимаем. Дальше снимаем саму плату со всем богатством. Вот так она выглядит. Как видим, на плате есть холодильники, это алюминий, трансформаторы, в них есть медь. Ну и остальные детальки. Там также есть хороших и дорогих металлов в них. Я просто эти платы везу на экспертизу и сколько мне дают, оценивают, за столько и продаю. Ну что, снимаем дальше кинескоп. И вот остался каркасик. Здесь пластик, больше ничего нет. Вот наша катушечка. Сейчас разберем. Как видим, здесь есть две катушечки с медью маленькие. Достаем. На этой плате есть вот эта катушечка, это и вот эти две маленькие, это медь. Дальше достаем внутреннюю медную катушку. Одна обмоточка. Вторая. Внутри в этой катушке пластиковой стоят вот такие две обмотки медные и две снаружи. И вот наружная обмотка. Вот так она выглядит. Как видим, здесь не две обмотки. Одна, две, три, 4. Разбираем. Получились вот такие две половинки. Сейчас дальше разбираем. Так, две разобрали. Это уже чистая медь.
Следующую обмотку разбираем таким же самым принципом. Не заморачиваемся. Вот и вторую разобрали. Сейчас сниму вот эту металлическую ленту с кинескопа, а потом посмотрим, что есть в кинескопе. Ну что, режем? Кинескоп, как видим, очень огромный, большой. Сейчас попробуем его разобрать. Разбирается он очень легко, но надо очень внимательно и осторожно. И обязательно в очках. Кинескоп я буду разбирать при помощи болгарки. Как видим, стекло в кинескопе очень толстое. И в кинескопе находится вот такая железка. В некоторых телевизорах бывает такая железка очень тяжелая, из толстого металла. Здесь, как видим, она сделана из тонкого металла, из жести. Вот такая. Ну что, смотрим окончательный результат. Что там у нас получилось. Итак, вот получилось с данного телевизора вот столько металла, примерно килограмм 5 черного металла. Смотрим дальше. И в окончательном результате из цветных металлов от телевизора получилась вот такая кучка: грамм 50 латуни, грамм 200 алюминия, чистой меди грамм 300, ну естественно еще вот провода медные и вот этот толстый медный провод длиною метров 5. Примерно получается меди, если взять общее количество, ну, грубо, где-то 1 килограмм. В кинескопе есть вот такой металл еще, похож на нержавейку, но я не знаю, что это за металл, может кто знает. И вот еще осталась плата. С платы я всю медь уже снял, оставил только все электронные детальки. Это конденсаторы, диоды, сопротивления, транзисторы и так далее. Микросхемы. Данные платы скупают у нас в сборе. Вот так. Вот как-то так. В данном видео мы узнали, какая конструкция у телевизора и сколько он содержит в себе и каких металлов. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.